Здесь не на такой высокий уровень развито искусство и культура, как вот в Европе, например. Или даже в той же Мексике. То есть если взять Латинскую Америку всю, если вы поедете в Мексику, вы там найдете множество музеев, множество галерей, искусства. Это после, по-моему, Европы, да, это вот Мексика, это просто центр искусства. Всем привет! Это Коста-Рика, и мы встретились с Викторией. Новая история, новая съемка. Поехали! Виктория, расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в Коста-Рике? Ну, это очень банально. Я вышла замуж за костариканца. Вот, если коротко, да. Мы учились в одном институте, так получилось, но в разное время. И познакомились спустя 15-20 лет в Одноклассниках. И начали общаться там, начали сотрудничать по работе. Благодаря интернету это возможно. Мы делали проекты совместные, пересылая друг другу файлы. Вот, несколько лет так работали и постепенно вот решили создать семью. И ты архитектор? Да, я архитектор, муж архитектор. Он учился в Харькове, в моем институте. И ты сама родом из Харькова? Из Харьковской области, потом переехала в Харьков учиться и осталась. До 40 лет я жила в Харькове. Сколько лет уже здесь? 10. 10. Нравится Коста-Рика? Очень. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, а чем вот сейчас вы с мужем в Коста-Рике занимаетесь? Мы проектируем и строим. Мы проектируем жилье, промышленное, офисное, гостиничное, любое строительство. То есть любое частное строительство под заказ? Да. Много у вас клиентов? В последнее время довольно немало, скажем так, потому что когда началась вот эта волна приезжающих русскоговорящих, особенно русскоговорящих, поскольку мы говорим на русском, это огромное преимущество для нас, да, по сравнению с местными архитекторами. Вот. Кроме того, муж еще на португальском, на английском говорит. Вот. Это нам помогает обслуживать вот этот сектор людей, и сейчас едут русскоговорящие из Европы, потому что там нестабильно уже, и людям не нравится. Причем люди, которые уже прожили там 20-30 лет, скопили какое-то имущество, да, накопили капитал, и теперь приезжают сюда для спокойной жизни в старости, как говорится, устроиться спокойно и создать какой-то бизнес. Потому что особенно вот США и Канада – это более дорогие еще страны. Там тоже сейчас не очень людям нравится, нестабильно и опасно, да. Вообще, скажем так, климат такой политический или даже социальный климат людям не нравится. И сюда приезжают, и то, что здесь гораздо дешевле недвижимость, в принципе, да, то на те деньги, что они там могут купить только лишь маленький домик или там квартиру, да, в США или в Канаде, тоже очень дорого, то здесь на эти деньги можно построить небольшой семейный бизнес, там гостиницу, ресторан или что-то еще, и еще получать доход. Политически, ты сказал, нестабильно. А в Коста-Рике как стабильно? Здесь одна из самых стабильных политически, социально, не знаю, демократических стран. Коста-Рика сейчас, не знаю, как сейчас, я читала недавно, она вообще в мире на 8 месте по свободе слова и защите прав человека. На 8 месте. И неделю назад вышла статья, что Коста-Рика вышла на 1 место по экономическому развитию всей Латинской Америки. Вот на днях. У нее сейчас рост 4%. Это считается хороший рост. Вот благодаря притоку инвесторов. А как вообще здесь с преступностью? С преступностью сложно больших, скажем так, большой город единственный у нас это Сан-Хосе, да, все остальное гораздо меньше, поселочки, все, где больше скопления народу, да, и там, естественно, больше скапливается преступников,
Я их называю, это люди, которые просто бездельники, не хотят работать, честно работать. То есть честно зарабатывать на жизнь. Потому что если ты хочешь честно зарабатывать на жизнь, ты всегда найдешь работу. Пожалуйста, кофейные плантации, банановые плантации, ананасовые плантации, заводы, фабрики, у нас производство свое разное есть. Да? У нас целая огромная зона, как она называется, свободная экономическая зона, да, вот, безналоговая. И здесь расположились многие-многие фабрики, и иностранные компании, да, имеют свои заводы. Пожалуйста, устраивайся и работай. Те, кто не хочет честно работать, те, которые грабят, те, которые продают наркотики, вот они скапливаются в городах. Почему? Потому что там более большая плотность населения, легче спрятаться, правильно? В маленьких поселках, где все друг друга знают, сельская улица, все друг друга знают, где кто живет. Даже кто-то заселяется в какой-то дом, кто-то сдает в аренду. Уже улица знает, кто ты, как тебя зовут, твою бабушку и твою дядю. Вот. И тут сложно спрятаться. И поэтому преступники в основном, да. Какое крупное производство здесь есть? Здесь располагаются компании Coca-Cola, у нее главный офис здесь. Главный офис здесь этот самый Procter & Gamble, это то, что я знаю. Производство – это самое крупное молочно-мясное производство. Это Dos Pinos, например, всей Центральной Америки здесь заводы стоят в этой же зоне. Этот район Койоль называется. И многие другие фабрики, да, по производству куриного мяса, американские компании. Кстати, многие, да, вот какой-то момент, то, что поднимали какой-то бизнес костариканцы, да, приезжают инвесторы из-за границы, американцы, и покупают. То есть еще вчера там Посуэло, это тоже знаменитая костариканская кондитерская фабрика, да, была наша, а теперь, оказывается, уже ее купили там то ли мексиканцы, то ли американцы. Ну и традиции все равно продолжают, стараются соблюдать вот этот... И названия не меняют, и ассортимент, скажем так, и качество продукции, мне кажется, нормально. Коста-Рика помимо бананов и кофе что экспортирует? И арбузы, и дыни, что еще? Ну, мне кажется, многие фрукты такие. А еще у нас есть вот эти большие крупные заводы по производству сока из апельсинов. Говорят, там гигантские есть гуанакасты, сады апельсин очень большие, да. Но насчет какао не думаю, что много. Его все-таки меньше здесь производят. Ну, шоколад тоже свой есть, но он очень дорогой. Вот. Дорого жить в Коста-Рике? Очень. Самая дорогая страна Латинской Америки. Почему? Наверное, потому что, во-первых, очень много, поскольку и экономика базируется на туризме, по-моему, до сих пор это самый, могу ошибаться, но может быть, и до сих пор это самая большая статья дохода туризм. А туризм это 90% это США, Канада. И поскольку там уровень жизни, цены, вернее, более высокие, да, и здесь ориентируются на них. И цены поднимают, чтобы как-то сравниваться, да, с американцами, чтобы взять с них побольше, как говорится, да. Они же привычные столько платить, ну пусть и здесь платят. Вот. Кроме этого, здесь очень соблюдаются законы по охране труда, поэтому здесь высокие налоги на... То есть, как это, работодатели платят государству страховки, налоги на своих рабочих. И здесь очень строго, с этим очень строго соблюдается. Поэтому из-за того, что у, скажем так, работодателя эти высокие расходы, соответственно, ему приходится поднимать цены тоже на свою продукцию, потому что надо оплатить много государству. Вот. Иностранцу тяжело устроиться? Если иностранец приходит открывать свой бизнес, это очень легко. Ну, законодательно, да, легко. Но прям наняться на работу к кому-то, да, здесь, это, опять же, смотря какой иностранец, да, если он с образованием и хочет по специальности, это нужно искать, то есть компанию, которая тебя, да, примет сначала.
пусть они тебя рассмотрят, если они захотят тебя взять, они тебе оформят вид на жительство, только тогда нужно ехать, мне кажется. Иначе просто так ходить по разным компаниям и искать, и, может, не найдешь. Вот. Кроме того, очень сложно медикам устраиваться здесь, в государственной больнице, потому что говорят, что, не знаю, это ко всем применимо или именно к иностранцам, что очень сложные законы, экзамены, чтобы получить лицензию как врач, то есть подтвердить свой диплом, вступить в коллегию врачей и работать профессионально в Коста-Рике сложно. Может быть, потому что хотят в первую очередь дать работу своим, да, а потом уже иностранцам. Не знаю. Говорят, сложно вот для врачей. Для преподавателей, если это частные школы или вузы, очень легко, например. Девушки приезжают, русскоговорящие, которые знают английский, и здесь спокойно устраиваются в частные школы с хорошей зарплатой и преподают, то есть по специальности. Это А я вообще знаю. легализоваться тяжело? Получить ВНЖ, ПМЖ? Разные программы есть. Инвестор от 150 тысяч, если вкладываешь, покупаешь землю, строишь что-то, или даже просто землю за 150 тысяч купишь, уже ты имеешь право, как инвестор, просить вид на жительство. Вот. Программа рантье, это там тоже свои условия. Если ты имеешь постоянный доход за границей, да, то оформляешь здесь, кладешь на свой счет в банке здесь 60 тысяч долларов, по-моему, на 3 года. И оттуда тебе разрешают брать в месяц там определенную сумму, или 2 или 3 тысячи, по-моему. Вот. Как рантье. Потом по браку, естественно, по рождению ребенка. Ребенок автоматически получает гражданство. Многие сюда едут рожать. Вот. Родители получают ПМЖ. А через сколько они? А гражданство, все, которые... да, гражданство через 7 лет, по-моему, все. И только те, кто по браку, как я, через 2. 2 года легального проживания, то есть от момента, как я оформила вид на жительство, первоначальную карточку получила, потому что это тоже не за несколько месяцев получаешь. Здесь очень долгий процесс миграцион происходит. Я ждала где-то полгода, а сейчас люди ждут и больше года. И вот как только тебе дали вот эту карточку, вид на жительство, от этого момента отсчитывается 2 года проживания в Коста-Рике. И чтобы ты был то есть в браке. Это время, то есть 2 года брака, как минимум, иметь, и 2 года проживания в Коста-Рике. А ты обязан проживать? То есть, если ты покинешь По-моему, страну... да. Насчет того, что выезжать можно, но они считают, по-моему, чтобы ты вот прожил 2 года. То есть ты можешь через 3 года подать заявку. Я через 7 лет подала заявку только. Не сразу. Я сначала жила на ВНЖ, вид на жительство временный, который каждый год обновляется. Потом подала документы на ПМЖ, а потом, когда это все затянулось во время ковида, это вообще растянулось на 1,5 года, и я уже думала, ладно, значит, подаем на гражданство. А гражданство получить для меня было в 100 раз легче, честное слово, потому что это другое учреждение выдает, и там все проще, чем миграцион. Миграцион, там бешеные очереди стоят, там попасть, люди записываются на год вперед, чтобы обновить там какой-то статус. Это сейчас очень сложно из-за того, что очень много мигрантов. И особенно несколько лет назад, когда ехали как только происходит в Центральной Америке, где это катаклизмы, да, Никарагуа, Венесуэла, все мы знаем, да, все сюда. Часть людей, конечно, едут в США, мы знаем, очень много едут в США, мигрантов, но и очень многие едут в Коста-Рику. Но сравните площадь США и сравните площадь Коста-Рики. Коста-Рика просто как резиновая, растягивается, и уже не помещаются все. Гражданство тяжело получить, надо экзамены сдавать. Для меня нет, мне вообще экзамены не нужны были. В общем, кто по браку, это самый легкий вопрос, скажем так. Просто сдал документы все, справку о несудимости со своей страны, паспорт мой загран, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, вот это все, и все. Потом сдал, потом пришел, получил. Просто в окошке, там нет, как я вижу везде, вот в других странах, там
люди там приходят, какое-то специальное, не знаю, заседание, да, там тебе говорят какие-то слова, которые ты должен повторить. Ну, я клянусь там соблюдать права этой страны и все такое там. У нас такого нету. Я не знала, как это все, и когда пришла, я очень удивилась, что в этом же окошке, где мне принимали документы, в этом же окошке мне выдали бумагу, на которой написано, что одобрено. Все, идите, говорит, получайте карточку этого самого. Седула называется. Русскоговорящих вообще в Коста-Рике много живет? Сколько тысяч, я не помню. Не помню, сколько тысяч. А вообще есть комьюнити, собираются Да, там? да, они Как собираются по праздникам. Те, кто живет на побережьях, они там собираются чаще, там, то на пляже. Да. Вот. А здесь, в центральной долине, более реже. Здесь меньше живет. И в основном молодежь в основном едут туда, на пляжи, а более такие люди уже, не знаю, как сказать, в возрасте, да, больше здесь остаются. Или люди, у которых, даже не знаю, или бизнес их здесь задерживает, либо желание более комфортно жить в том плане, что здесь есть районы более цивилизованные, да, скажем так, там районы Сказу, может быть, и климат тоже. Климат, потому что здесь более прохладно в центральной долине, это горное место, да, а побережье это очень жарко. И я сталкивалась с людьми, которые вот приезжали даже здесь, где мы живем, пожили немножко, говорят, мы задыхаемся, мы даже днем не можем выйти на улицу, люди из Сибири, например. И едут еще дальше в горы, потому что а на побережье тем более они просто не смогут жить чисто вот по климату. Хорошо, вот по работе ты рассказала, что вы делаете любой архитекторский проект, правильно? Дизайнерский тоже проект? Ну, это все входит. Все включено, Да. все вместе. От покупки участка до сдачи под ключ дома мы все ведем человека. То есть мы всегда говорим клиентам, обращайтесь к нам заранее, до покупки участков, потому что очень много подводных камней при покупке участка, потому Ландшафт что еще. это очень влияет сюда, с градостроительной точки зрения, по документам все, потому что здесь очень много заповедников. 27% территории – это заповедники. Причем это не значит, что они только государственная земля. Много заповедников покрывают частную собственность. Ты можешь иметь свой участок земли, на котором ты не можешь строить ничего, даже если у тебя там 5 гектар, но ты не можешь строить, кроме маленького сарайчика, одного на весь участок. То есть один дом, вот есть аграрная земля, например, один дом разрешается на одну семью. То есть ты фермер, подразумевается, да, ты для своей семьи построил дом, может, построил большой дом, но это один дом. Ты не можешь там сделать гостиницу, ты не можешь там построить многоквартирный дом. То есть для бизнеса это не подходит, и это нужно знать, а не всегда, далеко не всегда. Если ты не спросишь эти документы у агента недвижимости или продавца, тебе их не даст просто. То есть надо знать, что спрашивать. А кто тебе расскажет, что нужно спросить, прежде чем купить. Особенно с градостроительной точки. Агент, я же говорю, агенту главное продать. Надо, чтобы вода была подведена к участку обязательно, иначе строить не разрешается. Если нет воды подведенной по улице к вашему участку, разрешение строительства вы никогда не получите. Вы будете строить без разрешения. Кому-то это нравится, пожалуйста. В общем, кому нужен профессионал, ссылка в описании, обращайтесь. Да. Скажи, пожалуйста, где мы вообще находимся? Что это за парк? Да, это парк нашего костариканского скульптора Хименеса де Реди. Его тема, его идея создания скульптур вот такая вот вся сферическая, да, и все его скульптуры основаны на этом, на идее, что все пошло. Все, земля, жизнь вообще в мире, да, во Вселенной началась со сферы, с маленькой клеточки и развивалась, усложнялась, и все это исходит из сферы. И, кроме того, она такая,
скажем так, форма теплая, да, не колючая, более лояльная, более приятная. И вот у него такая идея. Ну, все И вот такие белые, да, я вот вижу. это мрамор, потому что из мрамора. Он в основном из мрамора, из гранита. Вот если, вот, например, вот это черное, это, по-моему, гранит. Еще есть. Нет, с этим я не уверена. Может, это металлическое даже. Но вообще есть из гранита более темные. В основном мрамор. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверитесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверитесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. В Коста-Рике много достопримечательностей, что можно изучить, посмотреть? К сожалению, нет. К сожалению, Коста-Рика была, скажем так, основана конкистадорами, следом за которыми приехали это разбойники, да, все мы знаем, которые приехали грабить. Потом за ними следом приехали землевладельцы. Но землевладельцы это были не те высокого уровня аристократы Испании, которые были очень богатые. Сюда ехали более средние аристократы, менее богатые, менее культурно развитые, скажем так. Да, есть здесь культурная прослойка, с которой я сталкиваюсь и живу в этой сфере, ну, скажем так, да. И исходя из этого, здесь не на такой высокий уровень развито искусство и культура, как вот в Европе, например. Или даже в той же Мексике. То есть если взять Латинскую Америку всю, если вы поедете в Мексику, вы там найдете множество музеев, множество галерей, искусства. Это после, по-моему, Европы, да, это вот Мексика, это просто центр искусства. То здесь, да, есть театр национальный, 2 театра есть хороших, вот, государственных, есть там ряд частных театров. Ну, я же говорю, страна очень маленькая, поскольку сама по себе 5,5 миллионов жителей. 2 театра – это уже много для такого количества людей. И кроме того, да, что люди, не имея огромных денег, больших денег, они не могли инвестировать в искусство. Люди что делали? Покупали землю. Ну, вначале даже не покупали, а распределяли, да, когда приехали. Потому что земля была ничейная, индейская. Заняли территорию, создали свои там плантации, все, и живут. И вот это сельские жители первые, они даже босиком ходили. Даже фермеры. Человек, у которого, не знаю, сотни гектар земли, он ходит босиком, он ходит с лошадями, он ходит. Вот такого уровня, скажем так, культурная элита этой страны, она пошла отсюда. Поэтому здесь высокого искусства, высокой кухни вы не найдете тоже. То же самое, да? Костариканцы, они более простые во всем. Но при этом они более такие добрые, они не надменны. Вот чего нет в этой аристократии Коста-Рики, это надменности, да? То, что во многих странах вот этот очень сильный перекос бедных и богатых, когда бедные, почему проблемы-то тоже в странах возникают на социальном уровне, что очень бедные обижены на очень богатых, да? А те к ним относятся надменно, их унижают и обижают. То здесь этого нет. Испокон веку даже до сих пор в Сан-Хосе или в любом городе бедный домик простого костариканца, и рядом более богатый живет человек.
потом опять бедный домик, потом более богатенький. Да, есть районы, где чуть больше скопилось более богатых людей, более бедных, там фавелы и все. Но все равно они как-то больше распределены между собой. И еще там 40 лет назад государственные школы только существовали. Это очень помогало вот этому социальному равенству в Коста-Рике. Существовали только государственные школы, и в них учились все. Ребенок бедного крестьянина там, и тут же фермерский ребенок. И они все дружили. Это было общий мир, они были солидарны. У этого народа не воспитывается вот этого чувства соперничества. Идти по головам, как мы знаем в некоторых странах, да? Особенно в северных, североамериканских, где обижают детей более бедных, более богатых, где идет вот этот буллинг и вот это все. Да, среди детей, как и у меня в детстве, да, в школе было такое. Мой муж рассказывает много историй школьных, да, там смеялись там с толстого или смеялись с очкарика, но это были безобидные шутки, и все дружили, маленькие, большие, как-то все это было вот так. И до сих пор сейчас, да, когда появились частные институты, частные школы, но тем не менее, все равно нету такого сильного отличия между богатыми и бедными, между слоями. И нету ненависти между ними. А как местные относятся к иностранцам, к иностранным детям в школах? Прекрасно. Прекрасно. Я не слышала, не видела ни одного, который бы человек пожаловался, что его ребенка обидели. Их все любят, они все дружат. Я в основном русскоговорящими общаюсь по понятным причинам. Все очень рады, все довольны, дети счастливы. Очень нравится. Вопрос. Какая здесь вообще медицина? Очень хороший, на высоком уровне. Проблема только в том, что в государственной медицине большие очереди на обслуживание специальное. То есть на операции, если тебе там назначат или что-то, долго ждать. Но это проблема, потому что это у нас это называется Каха Костарисенсе, это учреждение государственное, да, которое заведует медициной. И там свои терки между ними, и в общем, врачи бастуют, врачи хотят больше зарплату. Проблемы, в общем, создаются из-за этого, что не хватает, мол, врачей в государственной медицине, поэтому очереди длинные. Но на самом деле там проблема еще в другом, потому что врачи что делают? Работают параллельно в частных больницах и в государственных. В частных больницах нет того уровня оборудования, как в государственных, потому что частная больница, это у нас, как правило, это просто кто-то построил здание и раздает в аренду кабинеты врачам. Врач сам по себе, он ничего не имеет, да? Он приходит, он просто принимает посетителей. Максимум, что делается в этих частных больницах, это легкие операции, да, не требующие сильно оборудования дорогого, или роды. Даже когда в частной больнице роженица рожает, заплатила кучу денег, но у нее есть осложнения какие-то, у нее или ребенка, на скорую и в государственную больницу сразу. Потому что там нет оборудования для этого. Нет частных инвесторов, которые бы вкладывали бешеные деньги в дорогущее оборудование. Все дорогое, хорошее оборудование в государственных учреждениях, потому что государство имеет деньги вложить туда. Поэтому что делают врачи? Они, значит, работая в частной клинике, тебя принимают и говорят: ага, тебе надо сделать там операцию там, на каком-то органе. Окей, в государственной больнице ты будешь ждать год, а я тебе сделаю там через 2 недели. Окей. Что он делает? Он тебя не здесь оперирует. Он тебя ведет в государственную больницу. Там для него окошко припасено. Тебя туда привели, там прооперировали, все. То есть получается, что... А деньги платил частный? Да. Получается, что общая очередь еще больше растягивается, потому что все время туда всовывают вот этих частных. То есть врачи, это законно запрещено, но это повсеместно делается. И как это прекратить, никто не знает, потому что всем это выгодно в этой Каха Костарисенсе. Вот в этом проблема. Иностранному туристу окажут медицинскую помощь бесплатно? По страховке, наверное. Вообще принимают всех в больницу. Без документов. Если ты, вот какая-то срочная помощь нужна,
на улице, там, у тебя что-то прихватило, даже ты без документов. Ну, Тебя человек шел, примут, ногу да. сломал вдруг. Тебя не будут спрашивать, что с тобой, ну, то есть дай документ или что. Тебя на скорую там повезли, прооперировали, сложнейшую операцию могут сделать, а потом уже разбираются. Если у тебя нет денег, нет страховок, нет... Ну как, с тебя ничего не возьмут. Сначала окажут медицинскую помощь, а разбираться Да, вот у потом. нас нет такого, что там тебя бросят на улице, потому что у тебя нет страховки. Вообще у нас запрещено по закону, по Конституции не дать человеку медицинское обслуживание, если у него там чего-то нет. Все обязаны дать медицинское обслуживание. Все, кто приезжает сюда жить, даже туристы, которые еще не оформили даже вид на жительство или просто живут, некоторые по 3 месяца. 3 месяца живут, визаран, 3 месяца живут, визаран, вот русскоговорящие. Да, и можно жить так годами, люди живут. Вот. Ну, для этого они еще оформляют страховку, там минимально $150, по-моему, я не помню сколько, на человека. 150 или 250 на семью или что-то, вот, что-то такое. Оформляешь страховку и, пожалуйста, тебя обслуживают. Но в обслуживание входит все. Кроме каких-то там сложных, может быть, имплантантов зубов и кроме косметической, называется, пластической хирургии для красоты. Это не входит, да, в нашу страховку государственную. Мы обязаны все оформить государственную страховку. Вот. И сюда входит все. И бесплатно лекарства выдают. То есть, если ты попал в больницу, у тебя сердце, мозг, позвоночник, сложнейшие операции, все. Если здесь, в стране, это возможно, и врачи квалифицированные могут сделать операцию, тебе сделают, это все входит. Ты не доплачиваешь ни копейки. У нас нет такого, как в Европе. Там европейцы вроде платят страховку, да, но они должны еще что-то доплачивать за каждый визит к врачу, за операции, там тоже деньги не маленькие. У нас нет этого. Мы ничего не доплачиваем. У нас все входит в эту страховку. Чем питаются костариканцы? Моя любимая тема тоже. Значит, кухня Коста-Рики очень-очень скромная. Опять же, поскольку наше культурное общество пошло от простых фермеров, да, они привыкли кушать очень простую еду, никакой высокой кухни не существует. Вообще, я не знаю, как во всей Латинской Америке. Ну, какие-то есть хорошие, более интересные блюда в Перу, может быть, в Мексике, да. Но в Коста-Рике Центральная абсолютно Америка – это в рис. Центральной Америке Платана. нет высокой кухни. И как таковой кухни своей практически нет. Мы все заимствовали откуда-то. Ну, поскольку, скажем так, Коста-Рика особенно, она основана на европейцах, то есть испанцах. Подавляющее большинство сюда приехали из Испании. И они привезли сюда свою кухню, но, опять же, очень упрощенную. Это уровень сельских жителей. И плюс что-то взяли из местных, да, от индейцев, но очень мало здесь. Когда приехали покорять страну, индейцев было очень мало, они были очень мирные, они были абсолютно не те воинственные, эти самые, как на севере, да, Америки, которые там скальпы снимали. У нас люди были вообще мирные. Их просто подвинули, начали крестить всех, но большинство людей местных умерли от болезней, потому что европейцы привезли сюда болезни, которых здесь не было. Люди просто вымерли. У нас очень мало осталось коренных индейцев. Где-то там живут, я их никогда не видела, честно говоря. Твое любимое блюдо в итоге какое здесь? Здесь касадо. Что это? Касадо – это вот эта большая тарелка, на которой рис, фасоль черная, платано жареный, что-то мясное или рыбное, и что-то овощное, типа рагу, и салат. И это все на одной тарелочке. Вот это я обожаю. То есть всего понемножку, все на одной тарелке. Супер. Какие бы ты дала рекомендации людям, которые хотят приехать в Коста-Рику жить? Ага. Поскольку культура другая, менталитет другой, и законы, понимание законов другое. Люди очень законопослушные. И когда некоторые иногда приезжают и начинают хвастаться, что я вот обманул
там у себя на родине закон в чем-то, да, здесь местным лучше это не говорить. То есть если среди наших в сообществе это считается вау, я там что-то сделал незаконно, то-то, 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 и много чего, да, делается, то здесь об этом нельзя говорить, и это неприлично, на тебя будут смотреть настороженно, как преступника, и не будут доверять. И не дай бог, если ты хочешь с кем-то бизнес создать, да, не нужно в этом признаваться, что ты хочешь сделать что-то нелегально. Вот. Не нужно приходить с вот этими идеями своими оттуда, приносить их сюда. Здесь по-другому люди смотрят на все. Вот. То, что касается нашего бизнеса. Очень часто, поскольку сюда едут люди, которые все умеют делать, все своими руками, мы все строим, мы все сами делаем, люди привыкли что делать у себя на родине? Ремонты в своих квартирах, да, в основном. Переклеить обои там, покрасить окна или поменять окна. Все. Но сюда люди приезжают и говорят, мы умеем строить. И начинают самостоятельно что-то там пытаться создавать свое. И очень-очень часто, в большинстве случаев, это все заканчивается плачевно. Люди теряют деньги, потому что здесь надо иметь понимание, как разговаривать, как нанять рабочего, как с ним разговаривать, с какими условиями контракт создать вообще-то с подрядчиком, чтобы он тебя не обманывал. На какой скорости? Всех обманывают, потому что люди не знают, как создать правильно контракт. Поэтому мы строим под ключ. Мой супруг, когда приехал после учебы в институте в Харькове сюда и пошел работать, он пошел работать в муниципалитет сразу, как градостроитель. Его пригласили, потому что мало было градостроителей в стране. И он сделал реконструкцию парка Марасан, центрального парка Сан-Хосе. И когда дошло дело до уже там строительных работ, да, он приходит на стройку, и стоят там люди, рабочий инженер стоит. И он начинает им что-то объяснять, они все там согласились, да. Потом инженер его отошли в сторону и говорит: слушай, они тебя вообще не поняли. Он говорит: как? Но они же кивали. Говорит: это из вежливости. Они ничего не поняли. Оказывается, у рабочих свой язык. Мой супруг ходил с блокнотом и записывал все слова со стройки, что говорят люди. Потому что все, что они говорят, как называются материалы, как называется эта штучка, этот инструмент, как нужна какая-то операция строительная, что делать, это все их язык, который даже простые костариканцы не знают. Он себе словарь завел и выучил этот язык, чтобы объяснить даже человеку. Очень многие подрядчики, прорабы, вот еще в чем проблема. Здесь человек приезжает, русскоговорящий, например, и нанимает прораба, и думает, что этот прораб уровня нашего, да? Как минимум он закончил, может быть, техникум. Оказывается, здесь человек даже писать не умеет. 99,9 подрядчиков не умеют читать проекты, чертежи. Они не читают чертежи, они не знают, как. Они никогда в жизни не рассчитывали смету. Они тебе говорят: дай мне денег столько там на это, дай мне денег столько. Мы так не работаем. У нас свой подход, и наши рабочие работают под нашим руководством. И мы не берем ни копейки с клиента лишних только по окончании этапа. То есть мы каждую неделю, мы никогда не берем деньги вперед. Вы вообще это слышали где-нибудь? Нет, наверное. Так рекомендация. Что им делать до приезда? Как обращаться к специалистам. Ну, я к тому, что каждый едет покупать земельный участок и дом, а просто хочет приехать, изучить. В общем, то есть да. не только тот, кто хочет что-то создать, нет, бизнес строить. Ну, опять же, быть лояльным. Отбросить вот эту, не знаю, как это, способность или это характерная черта наших, это отрицание. Вот. Это мне супруг говорил с самого начала, когда мы познакомились. Подожди, выслушай меня, не отрицай. Потому что у нас сложилось в голове вот все, что не такое, я отрицаю сразу, да? Реагирую вот так, отрицательно на все. Все, что не такое, к чему я привыкла, я отрицаю. Подожди, послушай, подожди, выслушай, не отрицай, не отрицай. Это его был совет с самого начала. И мне очень долго пришлось перестраиваться, да, чтобы смотреть на другую жизнь
не отрицая и не давая оценку свою сразу, да, анализируя, просто наблюдая. Просто понаблюдай, просто прими это. Нужно просто принимать. Чем больше ты принимаешь чужого, тем тебе легче. Какие минусы Коста-Рики? Минусы, да. Вот это вот очень медленная бюрократическая система во Маньяна. всем. Да. То, что люди, вот они необязательные очень часто, да, договариваешься. Если с тобой не хотят сотрудничать или работать, или что-то делать, они просто исчезают. Они тебе в Они лицо тебе не не скажут «нет». Они очень не любят критику, да. Никогда не критикуй в лицо, даже с улыбкой. Они с тобой больше не будут разговаривать, общаться и работать. Вот нельзя. Вот если ты не со мной, то ты против меня, значит. То есть не хотят иное мнение иметь. А тем более еще, если ты меня критикуешь, да, и считаешь, у тебя другое мнение, не такое, как у меня. Все. Мы уже враги. Вот это вот у них, не знаю, лицемерность, наверное, можно сказать. Они немножко трусливые, немножко не хотят на конфликт идти. И просто сказать «нет» в глаза не скажут. Просто исчезнут. Вот такие минусы от Виктории были. Думайте, решайте, лететь или не лететь в Коста-Рику. Остались вопросы, пишите в комментарии.